Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить очень нежный, можно сказать, воздушный домашний торт. Торт готовится без весов очень просто и при этом получается божественно вкусным, красивым и высоким. Отлично подойдет как для домашнего чаепития, так и для встречи гостей. Данное количество ингредиентов рассчитано для торта диаметром 20 см, высотой 9 см и весом килограмм 750 граммов. Давайте приготовим. Начнем приготовление шоколадного бисквита. В чашу выливаем 2 яйца. Добавляем четверть чайной ложки соли. Всыпаем 3/4 стакана сахара. У меня стакан объемом 250 мл. Если вы любители сладкого, то можно взять один полный стакан сахара. Хорошо взобьем все миксером, сахар должен полностью раствориться. Яичная масса посветлеет и увеличится в размере примерно в 2–2,5 раза. Добавляем 4 столовые ложки растительного масла без запаха. Перемешиваем миксером до однородного состояния. Добавляем 1 стакан кефира комнатной температуры. Кефир в данном рецепте можно заменить натуральным питьевым йогуртом без добавок. Перемешиваем до однородного состояния. Просеивая, добавляем 1 стакан пшеничной муки и 3 столовые ложки без верха какао-порошка. Добавляем 1 чайную ложку соды. Перемешиваем венчиком до однородного состояния. Добавляем 1 столовую ложку свежевыжатого лимонного сока. Перемешиваем до однородного состояния. Соберем тесто со стенок и перемешаем по дну. Тесто получается не густое, оно легко стекает с лопатки. Я выпекаю бисквит в разъемной форме диаметром 20 см. Но форму закрываю пергаментной бумагой, бока формы тефлоновой лентой. Бока формы при выпекании ничем смазывать не надо. Переливаем тесто в форму и равномерно разравниваем. Чтобы бисквит при выпечке не лопался, по совету своего зрителя Алексея я в тесто вставила неглубоко и хаотично несколько зубочисток. Этот совет мне понравился, верхушка бисквита действительно не треснула при выпекании. Также, чтобы бисквит выпекался равномерно, я накрываю форму пергаментной бумагой. Убираем выпекаться в заранее разогретую до 190 градусов духовку примерно на 55–65 минут до готовности. У меня бисквит выпекался 60 минут. Готовность бисквита проверяем деревянной палочкой. Прокалываем, если палочка выходит сухой, без остатков мокрого теста, значит бисквит готов. Убираем зубочистки. Освобождаем бисквит от формы тефлоновой ленты. Переворачиваем бисквит на решетку верхней стороной вниз и оставляем остывать до комнатной температуры. У остывшего бисквита срезаем верхушку. Срезанная верхушка нам пригодится позже, мы ею украсим торт. Бисквит разрезаем на 3 коржа. Я делаю ножом небольшой надрез по краю бисквита. В надрез вставляю нить и нитью разрезаю бисквит. Бисквит получается пористым, он очень вкусный и имеет насыщенный шоколадный вкус. На его основе можно приготовить различные шоколадные торты. Приготовим крем. Для крема нам понадобится 3 стакана сметаны жирностью 25–30%. Если сметана у вас менее жирная и не густая, то перед приготовлением отвесьте ее в марле, чтобы с нее стекла лишняя сыворотка. Сметану можно заменить густым натуральным йогуртом, также предварительно удалив из него лишнюю сыворотку. К 1 стакану сгущенного молока. Обязательно берите качественное сгущенное молоко, в состав которого входит только цельное молоко и сахар. Добавляем 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока. Хорошо перемешиваем все вместе до однородного состояния. Сгущенное молоко станет густым и уже не будет сливаться с лопатки, а будет спадать с лопатки. Добавляем к сметане сгущенное молоко и 4 чайные ложки ванильного сахара. Ванильный сахар можно добавлять по вкусу. Начинаем взбивать на небольшой скорости миксера, постепенно увеличивая скорость миксера до максимума. На максимальных оборотах миксера взбиваем крем в течение 5 минут. Крем станет воздушным и увеличится в размере примерно в 2 раза. Откладываем 2 полные столовые ложки крема. Этим кремом в конце обмажем бок торта, а пока убираем крем в холодильник. Выкладываем первый корж на тарелку, устанавливаем разъемное кольцо и ацетатную пленку.
Делим визуально крем на 3 части и выкладываем на корж 1/3 часть крема. Крем равномерно разравниваем. Крем накрываем вторым коржом, корж слегка придавливаем. На корж выкладываем 1/3 часть крема. Крем равномерно разравниваем. Накрываем третьим коржом, корж слегка придавливаем. На корж выкладываем и разравниваем оставшийся крем. Накрываем торт пищевой пленкой и убираем в холодильник пропитаться и стабилизироваться на 6-8 часов. Я обычно убираю на ночь. Готовый торт освобождаем от кольца и ацетатной пленки. Обмазываем бок торта ранее отложенным кремом. Ранее обрезанную верхушку измельчаем в крошку. И обсыпаем крошкой весь торт. Торт готов, его можно подавать к столу. Советую вам его приготовить. Торт очень вкусный, мягкий, хорошо пропитанный, можно сказать, просто тает во рту. Если вам понравился рецепт, то делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.